В основе самооценки лежит польза, которую вы приносите другим людям. Вот это очень глубокое понимание. Другим людям, начиная с себя. Чем больше пользы ты приносишь, я тогда произнесу, наверное, правильно, чем больше пользы ты приносишь себе и другим людям, тем выше твоя самооценка, и тем она стабильнее. Большему количеству людей больше пользы. Какой пользы? Любой. Оделась, накрасилась и пошла с собой украшать мир. Это о чем? Это женщина с высокой самооценкой. Да. Она что делает? Радует глаз других людей. Да, она приносит пользу миру. Конечно. Вы говорите другим людям спасибо, благодарю, здороваетесь, вы милы с ними, вы приносите огромную пользу. Для этого не надо быть директором сталелитейного завода или спасти весь мир от Третьей мировой войны. Но это что-то, что вы сами цените. Вот это. Это не то, что другие ценят, это то, что вы для себя цените. Если для вас то, что вы здороваетесь с другими людьми, что вы с ними милы, что вы с ними общаетесь, если вы в себе это цените, вы понимаете сейчас, о чем я говорю? Вот поверьте, я в себе это очень ценю. Вот это очень простое качество, разговаривать с другими людьми. Вот я разговариваю со своим мастером маникюра, и у меня с ней хорошие отношения. Или у меня есть мастер, с которым я не разговариваю, но я с ней здороваюсь, как дела, улыбаюсь ей. И когда я так делаю, я себе ставлю 33 плюсика. Это не что-то великое, но это что-то великое для меня. Это что-то, что я в себе очень ценю. Это что-то, где я себе говорю «молодец». Это то, что является для меня ценностью. И если другие люди так ведут себя по отношению ко мне, для меня это тоже хорошо. Польза другим. Сейчас мы с вами пришли, мы были с вами в индивидуальном опыте человека. То есть как формируется его самооценка с точки зрения его индивидуального опыта или с точки зрения его инстинкта самосохранения. Есть 3 инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт саморазвития и инстинкт сохранения вида. Вот сейчас мы с вами находимся во 2-м инстинкте, в инстинкте саморазвития. Чем больше пользы вы приносите людям, тем более вы развитая личность. Чем больше вы пользы приносите людям, тем выше ваша самооценка. Вы можете мне сказать: Диана, наркобарон, который руководит наркокартелем, этот человек себя очень ценит и уважает. Какую пользу приносит он людям? Но мы могли видеть таких с вами людей, и они, правда, не выглядят как люди, которые себя не уважают. У них хорошая, стабильная самооценка. Какую пользу приносит этот человек? Что он о себе думает? Вот я знаю такого человека, который говорил: я хочу, чтобы все, он сам грузин, чтобы все в моей деревне знали, что мальчик из грузинского аула может достичь таких высот. Он был бандитом, вором в законе, он торговал наркотиками. И, может быть, что-то еще страшнее, может быть, это был человек, с моей точки зрения, ведущий не очень социально правильную жизнь, но он приносил огромную пользу всему, своему аулу и всем, кто жил рядом, и кто его знал. Вы помните, что это субъективно? Да. Вам надо помнить, что это субъективно.
чем старше вы будете становиться, я имею в виду не по возрасту, потому что можно состариться, но не повзрослеть. Чем больше будет ваш уровень зрелости, тем больше вы будете понимать. Я эти две подушечки назначу сейчас субъективной самооценкой и объективной самооценкой. Субъективная самооценка – это страшная вещь. Это когда моя самооценка зависит от того, как ты ко мне относишься. Это страшно. Потому что, например, вот Оле нужна моя помощь, и она сейчас ко мне очень-очень хорошо относится. И если у меня вот эта субъективная самооценка существует, то тогда Оля мне сказала комплимент, сказала мне благодарность за консультацию, сказала, что у тебя есть результаты, что тебе хорошо. И тогда я улетаю в небеса и чувствую себя самым лучшим на свете, не знаю, консультантом, или если это мужчина, я чувствую себя самой лучшей на свете женщиной. Но в тот момент, когда моя фигура в Олином поле перестает быть такой значимой, я понятные термины сейчас использую? Тогда мне нужно спрашивать: Оленька, как ты себя чувствуешь? А я молюсь за тебя. Оленька, я о тебе думаю. Оль, но не все так, знаешь, это не очень просто. Я пытаюсь ее луч внимания вернуть к себе, а это это невозможно. Вот такими методами это не делается. Оля может мне вежливо отвечать и даже быть еще благодарной, но моя самооценка вот так уже не поднимется. Блин. И тогда моя самооценка падает вниз. И вот эта зависимость своего внутреннего решения, хорошая я или плохая, от того, что скажет Оля или кто-то другой, вот это и есть субъективная самооценка. Но другой ценит вас только в тот момент, когда вы для него значимы, в минуту значимости. Как только вы перестаете быть для него значимым, он пошел заниматься какими-то другими делами, все. В этот момент вы для него не значимы, он о вас не думает. И что, мне теперь менять свою самооценку? Это новость для вас или нет? Вы видите, о чем я говорю? Другой человек, вспоминайте, мы кого-то очень сильно любим, потом пошли играть какую-то игру и совершенно забыли об этом человеке. Вообще мы забыли даже, как его зовут и что он есть в нашей жизни. Мы просто занимаемся другими делами. И если этот человек зависим от от луча нашего внимания, то его в этот момент самооценка упала ниже плинтуса, и он вам уже написал, например, много смс, на Вайбере или на Ватсапе, что, да, конечно, ты же уже не думаешь обо мне, забыла, наверное, или я тебе не нужен, потому что ему сейчас очень плохо. Вот это субъективная самооценка, вот это объективная. Объективная оценка такая же субъективная. В смысле, она ваша, от слова субъект. Так. Независимо от того, любит он меня или не любит, есть у меня деньги или у меня их нету, я какая? Я классная. Потому что это, 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 потому что вот это и вот это и вот это. Это внутренняя самооценка. Это опять банк поглаживаний. И тогда в НЛП мы называли это внутренней референцией, понимаете? Мое внутреннее мнение о самой себе. И любит он меня или не любит, есть у меня деньги или нет, не знаю, замужем я или не замужем, все у меня окей, или только я собираюсь что-то исправлять, со мной уже все хорошо. Моя самооценка сформирована мною. И здесь нету никакой игры. Я не вру здесь себе, что я стройная, изящная, как Плисецкая, такая же гибкая и великолепно танцую балет. Нет. Я полненькая, пухленькая, шикарная сексуальная женщина в полном расцвете сил,
с прекрасными анализами, как это там, внутренний возраст, как мы говорили, Юр, как это называется? Биологический возраст 38 лет, абсолютно здоровое тело. Молодец. Хочешь куда-то двигаться, хочешь куда-то развиваться, хочешь быть красивее, идем. Хочешь останешься так, не советую. Уже пора что-то делать. Мое внутреннее решение, не основанное на любви или нелюбви кого-то. Когда у вас внутри этот банк поглаживаний наполнен, плохая новость или хорошая, другие люди начинают вам говорить комплименты в том месте, где раньше говорили гадости. Вот это чудесное свойство вот этого уверенного в себе человека. Представьте себе, Париж, это был или Милан, по-моему, это был Париж. Я еду в лифте в галерее Лафайет, там с какого-то верхнего этажа, на нижний. И заходит невероятно холеный мужчина. О, Боже, он такой высокий, у него такие уложенные волосы. Этот галстук, знаете, с такой подушечкой. Эта рубашка, которая так под галстуком, этот пиджак, этот крой идеальный. И у меня есть возможность, он стоит впереди, его рассматривать, так чуть-чуть сбоку, и рассматриваю. И я опускаю глаза. Это все такое идеальное. И у него вот короткие штанишки. И там нога голая. Голая нога и уже и потрясающий мужской ботинок. Так вот, он настолько был уверен в себе, что я поняла, что это я деревенщина, а не у него проблемы. Понимаете? То есть, а может быть, он просто что-то перепутал. Но он с таким видом, все это нес, он был так уверен в своей внешности. Может быть, он был, может быть, такая мода существует, и я ее пропустила. Я уверена, что он ничего не перепутал. Я уверена, что он не перепутал, потому что его вид был не самоуверенный, а уверенный в себе. И это так было классно. Я сказала, ой, деревенщина, я так не... А первая мысль была, ой, даже такой хороший и в подстреленных штанишках. То есть в моем идеальном представлении вот это было несовместимо. Но он мне мое идеальное представление поменял. Вот так выглядят и делают уверенные люди. Отсюда лидерство. Он предлагает идти туда, куда никогда никто не шел. И только потому, что он так уверен, другие за ним начинают идти. Дизайнеры моды, стартаперы, генераторы идей, лидеры. Это все люди, у которых эта уверенность в себе присутствует. Она находится вот здесь, внутри вас.